Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой жилет. Настоящий французский лоск. Оригинальный жилет от французского бренда L'Eridu. Большая центральная коса, такая в варанском вязании называется элемент бабочка. И от нее идут красивые, несложные жгуты, дырочки такие, знаете, милые. В общем, очень оригинальная, красивая вещь, стильная вещь. Я не знаю, как это получается у французов, но они просто где-то на подсознательном уровне умеют создавать и носить вот такие красивые, оригинальные. Да, то есть вот такой нам стиль рисует свободный, творческий. По спинке у нас идет вот такая вот путанка обычная, да, узора здесь нет. Вот такой вариант в виде V-образного выреза нам предлагается от французского дизайнера. Узор тот же, но вырез горловины не закругленный, а вот такой V-образный. И цвет немножко такой, знаете, яркий, дерзкий, рыженький, да. Вот еще приближаю вам, посмотрите, кому такой вариант с V-образным вырезом более по душе, возможно. А так они вяжут совершенно одинаково. Компоновка узоров тоже одинаковая. И вот этот вот красивый, приближаю вам, красивый оригинальный жилетик. Смотрите, здесь очень хорошо видно. В центре у нас идет большая бабочка на 17 петлях. И на фоне изнаночной глади вяжутся жгутики. И здесь еще присутствует путанка. Вот так этот жилетик выглядит у нас без человека, да, просто в разложенном состоянии. Здесь очень хорошо простота и в то же время стиль чувствуется. Стиль. Вот путанка, да, видите, с двух сторон идет. И здесь у нас тут жгутики. Тугие жгутики на фоне изнаночной глади, вот такие милые дырочки, и в центре идет эта огромная бабочка. А здесь резиночка 3 на 2 у них. Я буду сегодня делать описание с резиночкой 2 на 2, нам так привычно. И вот этот рыженький цвет, здесь более четко прослеживается узор. Вот, посмотрите, дырочки, жгутики, путанка, все есть, все видно, да. Здесь вот такой у нас идет вырез по пройме, то есть пройма вырисовывается. Здесь тоже вырез горловины по спинке есть, V-образный вырез по переду, можно сделать закругленный, как в белом варианте, да. И здесь по планке, по пройме тоже вяжется планочка. Планочка вяжется, как и по вырезу горловины. Такой же вариант. Так, в общем, в принципе, очень несложная и простая модель. И вот такой у нас получается красивый вид девушки. Итак, мои хорошие, давайте сейчас, если вам все нравится, сегодня мы будем разбирать с вами размеры с 42 по 52. Будем вставлять описание. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Инструкция у нас будет с вами, схемы я все нарисовала, мы с вами свяжем образец этой красоты, все мотивы свяжем, я расскажу, как связать вот эти дырочки, расскажу, как вязать эту красивую бабочку, как эти жгутики, и вся компоновка этих узоров тоже будет в сегодняшнем мастер-классе на разные размеры. А я вам нарисую все, объясню, как вязать. Там будет много своих нюансов. У спинки, вы видели, вяжется все путанкой.
да, то есть там будет разная плотность, но не переживайте, мы с вами все учтем. Итак, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этого жилета предлагаю очень хорошую пряжу, мягкую, средней толщины Yarnart Merino Deluxe 50. Она еще и тепленькая. Это турецкая пряжа. Смотрите, в 100 грамм 280 метров. Состав 49% шерсть, 51% акрила. Шикарнейшая пряжа. Тоненькая, хорошие скруточки. Будем с вами использовать спицы номер 4. И вот так выглядит наш узор. Я постаралась здесь связать те самые мотивы, которые будут у нас использоваться по спинке и по переду. Ну вот эта большая коса на 17 петлях у нас идет только по переду, да. Вот эти дырочки, жгуты тоже по переду. И вот эта путаночка, я всего 4 петли ее вам показала, как вязать. Она будет у нас по спинке, по переду тоже участвовать. Вот эти дырочки, девочки, смотрите, после жгутика делайте сразу 2 вместе одной изнаночной, затем двойной накид и снова 2 вместе одной изнаночной. Вот таким образом получается дырочка. Но мы с вами сегодня полностью свяжем все эти узорчики, потренируйтесь, как их вязать. Будет схема, все будет как обычно. Я нарисовала схему, девочки, не будет никаких проблем. Несложное описание будет, несложное вязание будет, несложные расчеты. Довольно-таки все просто. Итак, смотрим схему. У нас будет сегодня использоваться несколько схем. Первая – это центральная бабочка. Мотив бабочки – это 17 петель в ширину и 12 рядов в высоту. На фоне изнаночной глади она располагается, эта бабочка, поэтому пустая клеточка – это лицевая петля, и вот эти вот значки – это перекрещивание 4 петель лицевых направо и вот это зеркально налево. Как связать эту бабочку, не пугайтесь таким большим количеством всяких перекрещиваний, она очень легко и технически легко вяжется, поверьте мне. Я вам расскажу, как это сделать несложно. Второй вариант узора у нас с вами будет жгутик и путанка. Вот так вяжется жгутик. 6 рядов в высоту, 6 петель в ширину на фоне изнаночной глади. Вот этот вот значочек, я так попыталась вам рассказать, как связать дырочку. То есть в третьем ряду жгута, в каждом третьем ряду жгута, вы делаете эту дырочку. Это вот знак обозначает 2 вместе изнаночной петлей, 2 накида подряд, 2 вместе изнаночной петлей. Да? Ну а тут сколько уже нужно вам будет изнаночных. То есть я очень подробно это все девочкам объясню, расскажу в расчетной части, когда мы будем с вами проходить вот эти вот все схемы рисовать. Я буду вам объяснять, как что вязать, сколько петель набирать, все схематично. И там же я вам и этот момент озвучу. Так, следующий вариант у нас идет путанка. Путанка – это вообще всем известная, самая простая схема. 2 петли и 4 ряда. Вот и все, весь раппорт. Там в одном четном ряду, в одном лицевом ряду вяжем изнаночно-лицевая, в другом наоборот. Там, где была изнаночная, вяжем лицевую, там, где была лицевая, вяжем изнаночную в следующем лицевом ряду. Все. А изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Вот такая легкотня. Так, и выкройка. У нас есть выкройка. Вот такая выкройка. Здесь просто очертания. Никаких размеров здесь нет. Все размеры в расчетной части. Я вам просто рассказываю конструктивно. Это вот так будет выглядеть. Спинка перед вяжется раздельно, и затем все сшивается. Отдельные детали. Дополнительно вывязывается планка по проймам и по вырезу горловины на круговых спицах. Вам понадобятся круговые спицы, девочки. Описание вот так выглядит у нас обычно. Я выкладываю его под видео. Читайте, пожалуйста. Здесь вот все размерчики 42, 44, 46, 48, 50, 52. И вот это вот все идет у нас инструкция по вязанию. Она идет у нас подробная,
каждое ваше действие здесь описано, как сделать. Вот. Поэтому зачитывать я это, естественно, не стану. Плюс ко всему этому текстовому описанию я вам буду схемы рисовать, я вам буду объяснять, что к чему, откуда берутся вот эти, например, количество вот этих вот петель, да, откуда я взяла, или откуда берутся вот эти вот ряды, да. В общем, все это, девочки, я вам расскажу в сегодняшнем мастер-классе. Оставайтесь со мной на канале и смотрим. Так, приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 39 петель, девочки. У нас с вами в сегодняшнем образце мы попробуем все узорчики, которые применяются в данном жилете. Здесь у нас будет вязаться путанка, жгутик на 6 петлях. На фоне изнаночной глади мы сделаем с вами вот эти дырочки красивые. И, конечно же, самое главное, наша большая коса, я бы ее так назвала, это в варанском вязании элемент называется бабочка. Когда вот эти симметричные, зеркальные идут перекрещивания. Вот. И бабочка у нас составляет 17 петель. Итак, набираем 39 петель и давайте вязать первый ряд. Я бы 2 вот вспомогательных ряда, скажу вам честно, связала, потому что перекрещивание делать сразу с первого ряда довольно-таки сложно. Поэтому рекомендую вам, смотрите, распределение образца узоров. Смотрите, начинаем. Вот вы набрали 39 петель, кромочную делаете, 4 петли путанки. То есть вот у нас схема путанки, изнаночная, лицевая. Всего 2 петли и 4 ряда в высоту, раппорт. То есть вяжете 4 путанки петли, лицевая, изнаночная, или там изнаночная, лицевая, неважно. То есть вяжете лицевая, изнаночная, да? Затем дальше идут 2 изнаночные. Затем 6 лицевых, это будет наша коса, наш жгут на 6 петлях, маленькая коса, ну в варанском вязании называется жгут. Затем будет 6 изнаночных, 17 лицевых, наша большая бабочка, 2 изнаночные и кромочная. Вот таким образом у нас распределились в вспомогательном ряду петельки. Вы вяжете эти петельки, лицевой ряд, в изнаночном ряду вяжете, как смотрят петли, и вот у вас начинается первый ряд нашего узора. Начинаем вязать первый ряд узора. Итак, путанка, 4 петли, да, вяжем. Изнаночная, вот у меня совпала изнаночная, лицевая, затем идет опять изнаночная, лицевая, 4 петли путанки. Затем идут 2 изнаночные. Затем идет перекрещивание в жгуте на 6 петлях. Мы будем перекрещивать по 3 петли налево. Значит, снимаем 6 петель на правую спицу. Вы можете воспользоваться вот такой дополнительной спицей для новичков. Ну а те, кто уже имеет опыт или хочет научиться вязать, как я, делайте вот как я сейчас. Я вам потом покажу, как связать жгут с помощью дополнительной спицы. Очень легко, реально легко. Это дело автомата. Несколько раз потренируетесь, и все у вас получится. Смотрите, девочки. Значит, сняли первый этап. Сняли 6 петель на правую спицу, да? Налево. Значит, у нас первые 3 петли будут перед работой. Вот я левой спицей снимаю эти первые 3 петли. А остальные петли, которые за работой остались, я их высвобождаю, держу их пальцем. Видите, они у меня никуда не деваются. И вот этой правой спицей аккуратно сзади их вот так поддеваю. Вот, и возвращаю на левую спицу. Только они у меня теперь первые получились. Да? Тут вот пряжа иногда распушивается, ничего страшного. И все 6 мы вяжем лицевыми. Вот мы их перекрестили и провязали все 6 лицевыми. Видите, какая легкая, в принципе, техника исполнения жгута, правда? Дальше у нас идут 6 изнаночных. 6 изнаночных. И начинается наша большая бабочка. Первый ряд. Вот у нас схема. Здесь будут перекрещиваться 4 петельки.
И они, в принципе, легко там перекрещиваются. 4 петельки. Значит так, первый ряд перекрещивания у нас идут. 2 лицевые первые, а дальше 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли будут за работой, левой спицей сзади. Я их вот так снимаю, высвобождаю 2 петли, которые перед работой будут. Вот я их высвобождаю. Вот они перед работой, правой спицей я их аккуратно на левую возвращаю, но они уже первые оказались. Были последние, стали первые, да? Поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. Дальше вяжем. По центру у нас с вами сейчас будут вязаться 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И далее 4 петли мы перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой. Следующие 2 высвобождаем за работой. И с помощью правой спицы аккуратно их возвращаем на левую спицу. Все. Вот таким крест-накрест мы перекрестили 4 петли налево. И сейчас все 4 вяжем лицевыми. Потренировавшись вот так для новичков, в принципе, не составит труда такие дальше перекрещивания делать и в дальнейшем, быстро причем. Остались в нашей с вами бабочке 2 лицевые. Все, бабочку на 17 петлях первый ряд связали. Далее идут 2 изнаночные и кромочные, тоже изнаночные. Переворачиваем наше вязание, и все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. В путанке также, как смотрят петли. Так, у нас с вами 3-й ряд узора нашего. Вяжем. Значит, первое кромочную сняли, в путанке петельки меняем местами. Там, где была изнаночная, вяжем лицевая, там, где была лицевая, вяжем изнаночная. Опять лицевая, изнаночная. Дальше вяжем 2 изнаночные промежуточные, да, между путанкой и жгутом. В жгутике вяжем просто 6 лицевых. Дальше, смотрите, вот сейчас надо будет сделать дырочку. Она делается вот именно в этом ряду жгута. Каким образом я это делаю? Вот здесь вот можно сразу делать дырочку. Сразу я посмотрела, мне кажется, ее сразу делают в оригинале. Здесь я начала вязать изнаночную, да, а потом 2 вместе изнаночные. Но надо сразу, наверное, давайте вот так сделаем. 2 изнаночные сразу после жгута вместе провязываем 1 изнаночной, смотрите. 2 вместе изнаночной провязали. И далее делаем 2 накида подряд. И еще 2 вместе изнаночной провязываем. Так делается дырочка большая. Вот. 2 изнаночные вместе 1 изнаночной вяжем. 2 накида и 2 вместе 1 изнаночной. Осталось еще 2 изнаночные. Будет большая дырочка. Я ее тут по центру вязала, но вы поняли, да? Сразу после жгута делаем 2 вместе изнаночные. Так будет правильнее. Так, в нашей большой бабочке идет 3-й ряд раппорта. Здесь будут сейчас достаточно много перекрещиваний. Значит, первые 4 петли перекрещиваем направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли за работой. Следующие 2 перед работой. Поменяли их местами. Все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли снова перекрещиваем направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой. Следующие 2 перед работой. Поменяли их местами. Все 4 провязали лицевыми. По центру осталась 1 лицевая вяжем. И далее идут перекрещивания 4 петель налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой. Следующие 2 высвобождаем за работой. Вот они. И эти 2 петли за работой с помощью правой спицы
возвращаем на левую. Все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли, первые перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами. Все 4 провязали лицевыми. И все, бабочки сделали перекрещивание. Остались 2 изнаночные в ряду, кромочные тоже изнаночные. Так, переворачиваем 4-й ряд, вяжем, как смотрят петли. Сейчас я скажу вам, девочки, как связать вот этот двойной накид в изнаночном ряду. Покажу. Сейчас самостоятельно вот это довяжем, и я дойду. В изнаночном ряду двойной накид я вяжу следующим образом. Первый накид я вяжу изнаночный. Второй накид я вяжу скрещенный лицевой. Вот таким образом. Поддеваю за переднюю стенку этот накид и вяжу лицевой. Все. 2 петли провязала. И далее у нас идет лицевая, да? Самостоятельно довязываем этот ряд. 5-й ряд. 5-й ряд. Путанка опять у нас. Там, где лицевая, вяжем изнаночную. Там, где изнаночная, вяжем лицевая. Изнаночная, лицевая. Далее идут промежуточные 2 изнаночные. В жгутике у нас так 6 лицевых и вяжется. То есть раппорт жгута будет у нас 6 рядов всего. 5-й лицевой ряд, 6 лицевых. Дальше идут у нас с вами 6 изнаночных. Дырочка у нас сформировалась большая с двойным накидом. Видите? Вот так она именно располагается в оригинале. То есть сразу после жгута 2 вместе изнаночной провязывается. Понятно, да? Не надо. Вот я тут делала одну изнаночную, потом 2 вместе. А надо сразу после жгута. Так, далее у нас в жгутике идут перекрещивания. Значит, первые не в жгутике, господи, а в бабочке. В бабочке первые 2 лицевые вяжем. Следующие 4 петли перекрещиваем направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой. Следующие 2 перед работой. Аккуратно их возвращаем на левую спицу и все 4 вяжем лицевыми. Так, дальше у нас идут 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. И следующие 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой. Следующие 2 за работой. Поменяли местами. Все 4 вяжем лицевыми. И остались еще 2 лицевые. Все, бабочку связали. 5-й ряд. Осталось у нас 2 изнаночные в ряду и кромочная и изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами сейчас будет 7-й ряд. Вяжем следующим образом. Ну, путанку вы уже поняли, да? Где изнаночная в каждом лицевом, меняем наоборот. Вяжем лицевую, где лицевая, изнаночная. Лицевая и изнаночная. Здесь у нас 2 изнаночные идут, промежуточные. В жгутике начинается снова 1-й ряд. Как я говорила, в жгутике у нас 6 рядов раппорт. И 7-й ряд это то же самое, что 1-й. Сейчас делаем перекрещивание в 7-м ряду. Налево. 3 петли перед работой. Следующие за работой. И, кстати, я вот, девочки, вам что обещала показать, как это сделать с помощью дополнительной спицы, да? Давайте я вам покажу все-таки. Так, обещанного надо исполнять, да? Итак, 3 петли перед работой. На дополнительную спицу их снимаем, оставляем перед работой. Следующие 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Связали, да? А теперь эти 3 петли, которые были перед работой, мы их аккуратно вот сюда на левую вернули. Вот видите, также перекрещено получилось. И связали тоже как 3 лицевые. Все. Вот тебе что такое дополнительная спица.
Удобно, легко, технично, согласитесь. Так, дальше у нас идут 6 изнаночных. Так. И далее идет у нас с вами 17 лицевых. Вот таким образом распределяется у нас узоры. Далее идут 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. И смотрите, девочки, 7 ряд мы с вами связали. И далее еще 9 и 11 ряды. В нашем большой бабочке мы вяжем просто 17 лицевых. И затем идет повтор раппорта с первого ряда. Вот. Ну, то есть вам надо еще сейчас связать высоту какое-то время, раппорт в высоту еще потренироваться, если хотите, есть желание. Вот, в общем, и затем сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы определить плотность вязания. Так, горячим паром отдаем наш образец. И тянем его. Он влажненький такой, хорошенький, так хорошо тянется. Мы его тянем. По вертикали тоже надо потянуть хорошенько. Выправить все. Косы нельзя отутюживать ни в коем случае. Так, вот здесь кромочные надо нам распрямить. Ну, здесь ничего не надо. Ни жгуты, ни косы ни в коем случае нельзя отутюживать. Вот просто паром обдаем и тянем. Так, все. А теперь оставляем. Так, девочки, теперь прикладываем линеечку и измеряем ширину. Так, все высохло. Вот так ровненько укладываем наш образец, да? Распрямляем его. Ничего искусственно не вытягиваем. Просто вот он лежит, как лежит, да? Берем линеечку и прикладываем. Так, прикладываем. Кромочная у нас тоже участвует. У меня 19 сантиметров получилось. 19. 39 петель в образце. 39 разделить на 19. Циферка 2 ровно, да? Запишем, что в 1 сантиметре 2 петли у нас. Такая плотность получилась. 1 сантиметр равен 2 петли. По вертикали измеряем. Прикладываем линеечку и измеряем высоту. 15 сантиметров. Считаем ряды. У меня получилось 30 рядов. Надо разделить на 15 сантиметров. Ну, можно было устно посчитать 2. Я пишу, что у меня получается плотность в 1 сантиметре 2 ряда. Вот так. Все получается у нас. И с этими цифрами надо сейчас нам сделать расчет. Расчеты будем делать на разные размеры. Хотела бы, девочки, сказать вам о том, что у нас с вами плотность спинки и плотность переда будет различаться. У нас у спинки нет кос. Там все путанка, вяжется путанка. И в путанке у нас будет использоваться плотность 1,8. В 1 сантиметре 1,8 петель умещается. Это я про горизонтальную плотность. По вертикали также останется у нас, как мы считали, вот для этого узора. Сейчас я хочу вам показать выкройку, которую мы будем сегодня использовать в расчетах. И вот такая у нас выкройка с вами, девочки. И мы с вами сейчас сразу давайте с размерами определимся. Да? Первый размер у нас с вами 42-44. Ну, традиционно. 42-44. Ширина спинки 51 сантиметр. И в петельном эквиваленте 51 умножаем на 1,8. По спинке мы набираем 92 петли. Второй размер у нас идет с вами 46-48.
Ширина спинки и переда будет 56 сантиметров. 56 умножаем на 1,8, получаем 100 петель. Понятно, да? И третий размер 50-52, ширина будет 60. Так, давайте посмотрим. 110 разделить на 1,8 будет 61 сантиметр. Вот такой расклад у нас с вами по ширине спинки и переда. Поскольку, как я сказала, плотность спинки и переда у нас разная, хочу вам сказать о том, что и количество петель у нас будет на узор разное. Резиночка у нас набираться будет везде одинаково. Первый размер 92 петли, второй размер 100 и третий 110 петель. Сразу говорю, в оригинале используется резинка 3 на 2. То есть я усмотрела там 3 лицевые, 2 изнаночные. Но поскольку, вот знаете, мне кажется, что удобнее всего 2 на 2, да, я буду писать в своем описании 2 на 2. Но вы можете, конечно же, по своему желанию сделать, как в оригинале, 3 на 2 резинка. 3 лицевые, 2 изнаночные у них. Еще у них очень красиво идет переход этой резинки в узор, в косу. То есть там надо идти от центра. Сейчас я вам, подождите, чуть позже к этому вернемся. Смотрите. Для распределения узоров я вот такую вам предлагаю схему. 17 петель, первый размер рассматриваю. На базе на этой схемы я составляла на другие размеры. Смотрите, 42-44 размер. Первая в центре идет наша большая бабочка на 17 петлях. Да? То есть вот этот узор. Вот. Моего, который вязали. Затем с двух сторон идут по 8 изнаночных. В этих изнаночных, как я вам вязала в узоре, перед жгутом идут дырки. И дырка будет у нас вот здесь, и дырка будет у нас вот здесь. Вот смотрите, да? Понимаете? То есть идет вязание отсюда, соответственно, и я вам сейчас рассказываю. Значит, первый размер. Кромочная, 17 петель путанки. Дальше идет у нас 2 изнаночные, 6 петель жгут. Снова 2 изнаночные, 6 петель жгут. Затем идет 8 изнаночных. И вот перед жгутом, в каком там ряду? Перед жгутом в третьем ряду узора жгута у нас будет двойная вот эта дырка с 2 накидами мы вязали. И остальное провязывается изнаночными. Затем вяжется 17 петель бабочка. И далее опять вяжется изнаночные, 8 изнаночных. Но в третьем ряду перед жгутом у нас с вами вяжется 2 вместе изнаночной и двойной накид, как мы с вами вязали, да? То есть у вас здесь вот такая получится схема. 4 изнаночные, 2 вместе 1 изнаночной, двойной накид и 2 вместе 1 изнаночной. Дальше пошел жгут на 6 петлях. А здесь наоборот, 6 петель жгута связали, сразу делаете 2 вместе 1 изнаночной, двойной накид, 2 вместе 1 изнаночной и 4 изнаночные. И пошла большая бабочка. Понятно, да? И так повторяйте в каждом третьем ряду жгута. В каждом третьем ряду жгута. У жгута раппорт составляет 6 рядов в высоту. Вот я схематично это все изобразила. Так, ну и здесь все зеркалится, узоры. То есть вы поняли, 6 петель жгут, 2 изнаночные, 6 петель жгут, 2 изнаночные, 17 петель путанки, кромочные. То есть вот эта часть за бабочкой и перед бабочкой, это все одинаковое, но в зеркальном отображении идет.
Теперь я вот здесь выделила количество 65 петель. То есть вот все, что идет у нас за путанкой и до следующей путанки, это количество составляет 65 в сумме петель. И теперь вот это расположение узоров у нас неизменно на все размеры идет. Видите, да, 46-48 размер, 65 петель неизменные. 50-52 размер, 65 петель неизменные, да? И здесь добавляются 6 петель жгут и 2 изнаночные. И здесь с этой стороны также к этому расположению узоров 6 петель жгут, 2 изнаночные. 14 путанка, 14 путанка. Кромочные, кромочные. В сумме 111 петель. Третий размер 50-52. Также у нас в центре расположение вот это 65 петель. Последовательность такая же. Добавляем справа и слева дополнительно, значит, 11 петель путанка, 2 изнаночные, 6 жгут, 2 изнаночные, 6 жгут. Затем наш вот этот узор 65 петель. И опять идет 6 петель жгут, 2 изнаночные. 6 петель жгут, 2 изнаночные, 11 петель путанка, кромочная. В сумме 121 петля. Все. Вот такой вот нехитрый, в принципе, расклад. И это все по переду. Повторюсь, по спинке вяжем узор путанка. Узор путанка, я уже говорила, мы его вязали. Всего 4 ряда в высоту и 2 петли. Вот его схемочка. Так. Далее. У нас здесь будет вывязываться пройма на высоте. Если мы берем длину изделия 56 сантиметров первый размер, 57 второй, 58 третий размер. Пройма у нас глубина, высота, то есть 21 сантиметр, 22 и третий размер 23 сантиметра. Глубину я сделала 5, и это 10 петель. На все размеры сделала одно вот это вот показатель 10 петель закрывать. Как закрыть это и скруглить, я подробно описываю в своем описании под видео. В виде текста будет все это описание, которое я вам сейчас рассказываю. Кроме вот этих схем, конечно. Схемы только можно показать. Так, дальше. Значит, перец и спинка у нас не только узорами отличаются, но и глубиной выреза по вырезу горловины. Здесь 2 сантиметра, здесь 6 сантиметров глубина выреза по переду. И все, что остается у нас, это петли плеч. Опять-таки, из-за разной плотности на вырез горловины для спинки будет приходиться 36, 38 и 40 петель. Как определяла, смотрите, берете, вот у нас первый размер стоит 10, это 20 сантиметров вырез, ширина выреза. Для этого мы умножаем 20 на 1,8 плотность путанки. И получается 36 петель. Ну, там, соответственно, 38 и 40. И все, что осталось, это петли плеч. 18, 21, 25 петель, соответственно. У переда будет на 3 петли больше. 39 петель первый размер, 41 петля второй, 43 петли третий. Почему четные? Здесь были четные, здесь нечетные. Потому что у нас здесь идут четные, видите, 92, 100, 110, да? А по переду идут нечетные. Для узора так нужно. Потому что у нас, видели, бабочка в центре, она дает 17 петель ширину мотива. И поэтому нечетные числа идут. 101, 111, 121. Поэтому и по вырезу горловины, для того, чтобы на плечи пошло одинаковое количество петель, берется также нечетное количество по вырезу. У меня получилось 39, 41, 43. Как скруглить, на какой высоте располагаем, все рассказываю подробно в описании под видео. Читайте текст. Здесь сейчас вам поясню про вертикальную плотность. При моей вот этой длине изделия и высоте планки 8 сантиметров мы будем с вами
вязать до проймы 27 сантиметров на все размеры. И сразу перевожу с помощью нашей с вами рассчитанной вот этой плотности в 1 сантиметре 2 ряда, да, вертикальная плотность. То есть 27 умножаем на плотность 2, получаем 54 ряда. Вязать нужно будет от планки до проймы именно 54 ряда. Не сантиметрами что-то там измерять вы будете, девочки, а вяжите 54 ряда. Это нужно для того, чтобы после стирки ваш жилетик не стал туничкой. Да? Это очень неприятное явление, когда изделие слишком вытягивается в длину. Виновата здесь не пряжа, ни что другое, как ваши неправильные вязание, неправильная технология вязания. Плотность нужно считать. Так, далее. Высота проймы 21, 22, 23, да. И как это все вывязать, вот это вот положение закругления, я рассказываю в видео. Я рассказываю в описании под видео. И про вертикальную плотность я вам тоже все сказала. После того, как вы свяжете спинку перед, надо собрать изделие, сшиваем по плечам и здесь набираем по вырезу горловины на круговые спицы планку вяжем резиночкой 2 на 2, ну и либо как в оригинале 3 на 2, да, я об этом говорила уже. Вот. И тут нужно будет рассчитать количество петель, чтобы все красиво попало. Получается, здесь раппорт будет 5 петель, здесь, если 2 на 2, 4, да, чтобы все совпало в количестве петель. Свободненько закрываем, после того, как провяжем 3,5 сантиметра в высоту эту планку. По проймам тоже будем набирать петли на круговые спицы и также такую же планку вязать. Такой же резиночкой, как по вырезу горловины. Да? То есть вот, в принципе, и все, мои хорошие, все, что я хотела вам сказать. Все остальное описание у вас будет под видео. Ничего сложного, как вы видите, здесь нет. Один нюансик. Смотрите, я пишу про жгутик, что когда вы будете закрывать петельки, вот эти вот жгутики, да, у вас может получиться всего 3 петли закрытия. Вы видите, вот он на самом деле 6 петель, это вот столько займет в ширину, да. А если вы закроете по 2 петли, то у вас вот именно так и получится в ширину, как вот жгутик вяжется, да, сколько он сжимает полотна, так и получится. Закрывать жгутики, петли жгута желательно, вот как я вам советую, 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, да, понимаете, о чем я говорю. Одновременно и закрываем, и сокращаем петельки вдвое. Получится по жгутику у вас будет всего 3 петли закрыто, а не 6. Понятно, да? Так, ну все. До новых встреч, мои хорошие. Желаю вам удачи.